Когда вы впервые посетили штаб Навального? Мой первый визит в самарский штаб Навального произошел 28 сентября 2017 года, чтобы поддержать голосом его предвыборную кампанию. Я познакомился с координаторами штаба, предложил им свою помощь в профессиональной записи видео и аудио, а также остался на лекцию о взаимодействии государства и оппозиции в России в истории. Впоследствии я пожертвовал штабу десятки пачек бумаги, 1000 рублей и раздал больше 10 тысяч листовок штаба до и после лекции в университете. Вы помните первый митинг, в котором участвовали? Начало столкновения с действительностью произошло 7 октября 2017 года на митинге под названием «За Навального» в поддержку Алексея Навального, который был организован штабами Навального по всей России, а в Самаре протест проводился на площади Кирова. На моих глазах 5 сотрудников полиции задержали бабушку за плакат Навального в президенты. А, как и другие участники мирного митинга, я постоянно сталкивался с физическим давлением, нападениями и провокациями со стороны людей в штатском с опознавательными повязками на руке. Полиция за всем этим наблюдала, но никаких действий не предпринимала. Вы что-нибудь предприняли после этого? Нами было выпущено расследование, и было установлено, что эти люди входили в организованную группу под непосредственным руководством сотрудника администрации губернатора Самары и полиции. Понятное дело, из-за связи нападавших с администрацией губернатора и полиции одиночное обращение в государственные органы по этому инциденту были бы бесполезны. Для меня, как заявителя, могла возникнуть опасность административного дела, а рисковать я не мог. В то время я помогал организовывать встречу Навального с жителями Самары и Самарской области. В штаб Навального когда-нибудь вламывались? Много раз. Лично я могу рассказать про свой первый опыт. 19 января 2018 года, накануне организованной штабами Навального всероссийской кампании забастовки избирателей, в самарском штабе был устроен погром, а также были изъяты агитационные материалы и все электронное оборудование. Ворвавшиеся не представились и не предъявили ни удостоверения, ни ордера на обыск. Сотрудники штаба и один активист тогда подверглись физическому воздействию. У вас лично что-нибудь изымали? Да, вместе с устройствами в штабе погромщики изъяли и мое оборудование. Студийный микрофон, микрофонную стойку, провода и поп-фильтр для записи штабных СМИ. Больше я их не видел, так как мои вещи увезли в неизвестном направлении. Координатор штаба подала жалобы в Управление собственной безопасности МВД Российской Федерации и в суд, но дело не продвинулось. Вы участвовали в забастовке избирателей? Да, я принял участие в забастовке в качестве одного из выступающих 28 января 2018 года. Она произошла на площади Родины в Самаре. А через 15 минут после моего выступления 3 полицейских под руководством женщины в форме поволокли меня в полицейский фургон с работающим радиооборудованием. В полицейском фургоне эта женщина не представилась и не предъявила свое удостоверение, но стала допрашивать меня
Почему я не ценю то, что дают мне Родина и университет? И почему я кричал, как на баррикадах, во время революции? Затем она сказала, что уже знает мое имя с фамилией и где я учусь, поэтому лучше не усложнять себе жизнь и заполнить протокол по-хорошему об административном правонарушении, потому что меня все равно найдут. Я даже с места своего не двигался, но помимо психологического давления, на меня оказывалось давление физическое. Полицейские крепко держали меня за плечи и были готовы использовать свои полицейские дубинки. Да, я знал о 51-й статье Конституции Российской Федерации, но испугался за возможные последствия моего задержания и был вынужден сообщить свою фамилию, имя, отчество в протоколе об административном правонарушении, дату и место рождения, постоянный адрес, место учебы, факультет и курс, номер мобильного телефона для связи и статус военнообязанного. Иначе меня бы просто не отпустили и увезли бы в отделение. Полицейские мне так прямо тогда и сказали, по крайней мере. Далее эта женщина самостоятельно заполнила суть административного правонарушения, и затем она зачитала его мне вслух после написания. Но она не поставила прочерк после последнего предложения, даже когда я ее об этом попросил. У нее было 5 пустых строк в протоколе, и это попросту давало ей возможность добавить какие угодно мои показания к сути правонарушения, которые она хотела бы добавить без моего же согласия. Но я не знаю, воспользовалась ли она этим и дописала ли что-либо еще или нет. Затем полицейские потребовали у меня паспорт и вместе с протоколом отнесли его в другой микроавтобус. А через 15 минут мне выдали черно-белую копию моего протокола об административном правонарушении. Эту копию я передал одному из сотрудников штаба после окончания митинга. И она находилась в самарском штабе Навального до обыска 10 сентября 2019 года, откуда эта копия была либо уничтожена, либо изъята полицией. 18 октября 2019 года я попросил того же сотрудника поискать эту копию еще раз, но больше он найти ее уже не мог. Вы общались с какими-то другими политиками? 8 февраля 2018 года я, как зритель, посетил предвыборную встречу с Владимиром Жириновским. Тогда он был одним из самых известных советских и российских политиков современности и лидером ЛДПР, Либерально-демократической партии России. Встреча прошла в актовом зале Самарского университета, а на встрече также присутствовали член Координационного совета Самарского регионального отделения ЛДПР и ректор Самарского университета. Они сидели бок о бок в первом ряду во время встречи. Вы спрашивали что-то у Жириновского? Да, Владимиру Жириновскому на встрече я задал 2 вопроса. Несмотря на то, что у меня сразу стали силы отнимать микрофон, и меня стали снимать фотографы всех присутствующих СМИ, я смог уважительно спросить Жириновского о его отношении к возможным предвыборным политическим дебатам с Алексеем Навальным и об участии в президентских выборах 2018 года в целом.
В тот же день в различных источниках в интернете, на официальном сайте ЛДПР, Самарском городском портале прогородсамара.ру, журнале «Другой город», сайте 63.ру и сайте перебежчик.ру выпустили фиктивные репортажи. И у всех этих репортажей была похожая намеренная трансформация контекста моего с Жириновским диалога. Ваш университет как-то отреагировал на это? 12 февраля 2018 года меня вызвала секретарь в деканат физического факультета Самарского университета. В частной беседе она сказала мне, что я заставил нервничать обе партии, ЛДПР и Единую Россию, что ректор и декан уже доложили властям, что встал вопрос о моем отчислении из университета и что была запрошена моя успеваемость. Но академических задолженностей у меня не было, поэтому и легальных причин для моего отчисления у них не было. Поэтому после разговора с секретарем я зашел в деканат и прямо спросил декана, является ли моя политическая деятельность проблемой для университета. И он ответил, что все слышали о встрече с Жириновским, и сказал мне лучше заниматься наукой, прилежно учиться и впредь быть осторожнее. Это был единственный раз, когда вас вызывали в деканат? Нет. С 11 марта по 16 марта 2018 года я собирал материалы о государственном предвыборном мобильном приложении «Точка роста» и распространял о нем информацию среди своих сокурсников. Результатом моего вклада и вклада других волонтеров из Самарского штаба Навального стал выпуск видеорасследования об этом приложении, за которое самарское правительство заплатило 24 миллиона рублей, которое вдобавок еще и получает практически полный доступ к телефону. Я даже больше того скажу, всех студентов всех колледжей и университетов Самары под страхом отчисления заставляли устанавливать точку роста. Старост же заставляли отчитываться о прогрессе в деканат, откуда отчеты шли вверх по лестнице в администрацию. И, само собой, раз я работал над видеорасследованием о точке роста, его я устанавливать на свой телефон категорически отказался. А уже 19 марта 2018 года секретарь деканата физического факультета вызвала меня в кабинет и сказала, что со мной хочет поговорить кто-то из совета обучающихся университета возле лекционных аудиторий. Когда я прибыл на место, ко мне подошла незнакомая девушка с темными волосами. И даже не представившись, она спросила, не Владимир ли я Дорохин. И на мой положительный ответ она спросила, почему я раскачиваю лодку и начинаю какой-то заговор по поводу приложения. А на мой ответ, что я не раскачиваю никакую лодку и не затеваю заговор, а просто информирую своих сокурсников о доказанной сомнительности приложения, девушка сказала, что я создал себе особую репутацию там, где это необходимо, и попросила прекратить это делать, потому что ни им, ни мне не хотелось бы проблем со стороны властей. Вы принимали участие в каких-нибудь еще протестах после этого? Да, и не в одном. 5 мая 2018 года я принял участие во всероссийской акции под названием «Он нам не царь», которая была организована сетью штабов Навального. По сути, это была просто мирная прогулка по Ленинградской улице в Самаре.
Короче, самый мирный протест против переназначения Владимира Путина на пост президента России, который только мог быть возможен. Но через 10 минут после начала протеста полиция намеренно зажала меня, координатора штаба и некоторых других участников акции в плотное кольцо, попросту оказывая на нас сильное физическое давление. И с такой силой, что было трудно дышать. Через 5 минут после зажима координатор штаба был арестован и доставлен в Самарский районный суд, а через 45 минут несколько рядов полиции завели всех протестующих на выделенный участок и не позволяли никому выйти из него в течение более получаса. Покинуть Ленинградскую улицу в это время было невозможно. В прямом смысле я пытался, но ни мои попытки сделать это, ни попытки других участников не увенчались успехом. В результате митинга были задержаны 14 моих знакомых активистов штаба. Все они были доставлены в местный отдел полиции номер 7 в Самаре. Вы сотрудничали с какими-нибудь сторонними медиа? 21 мая 2018 года сотрудники Самарского штаба Навального предложили мне принять участие в интервью немецкому телеканалу под названием ZDF. И как будущий стюард от FIFA, я рассказал ZDF об особенностях и проблемах нового самарского стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ваш университет узнал о вашем участии в интервью? Да. 25 мая 2018 года я был повторно вызван в деканат физического факультета и узнал, что со мной хотят еще раз поговорить из Совета студентов университета. Место было такое же, близ лекционных аудиторий, в том же здании. И когда я подошел на место, ко мне подошла та же незнакомая девушка, как и 19 марта 2018 года. И снова не представившись, она сказала, что ей якобы просто интересно, какая у меня цель и почему я так не люблю нашу страну, что даже немцам что-то говорю. Меня насторожил повторяющийся формат диалога, и я решил не ответить ни на один из ее вопросов. В конце диалога девушка сказала мне, что они уже устали получать наказания от начальства, и что если я хочу быть на самой почетной должности для представителей правоохранительных органов и карьеру в Германии больше, чем получение диплома, то мне стоит продолжать этим заниматься и дальше. Позднее я выяснил о непосредственной связи этой девушки с руководством вуза. Поэтому я был вынужден принять сложное решение прекратить видимую публичную общественную деятельность до получения диплома бакалавра в Самарском университете. Я снова стал заниматься общественным активизмом анонимно и с помощью интернета. Чем вы занялись после прекращения публичной деятельности? Я вскоре узнал о программе Work and Travel, которая позволяет несколько месяцев поработать и попутешествовать по Соединенным Штатам Америки. Я очень хотел получить опыт проживания в более свободном обществе и инвестировать накопления в свое образование, чтобы приносить больше пользы для российского общества и всего мира. Поэтому я просто загорелся желанием воспользоваться этой возможностью.
Но у моих родителей никогда не было средств ни на какую дальнюю поездку. Поэтому копить начал на программу Work and Travel я сам. И, как итог, я начал работать частным репетитором по английскому и занимался этим практически каждый день до и после занятий в университете. С утра и до позднего вечера. Вы сталкивались с последствиями за участие в мирных протестах? Да, и последствия были разные, включая судебное заседание. 27 мая 2018 года в полдень по адресу моего постоянного места жительства пришли двое полицейских. В тот момент меня не было дома, поэтому полицейские расспрашивали моих родителей о моей общественной деятельности и о связи с самарским штабом Навального. А под конец этой встречи один из полицейских оставил записку со своей подписью и требованием обязательно прибыть на следующий день в отдел полиции номер 7 железнодорожного района города Самары. Когда я приехал домой и узнал о визите полиции, я тут же позвонил координатору штаба и рассказал ему об этом. Координатор сообщил мне, что другой активист штаба был осужден по такой же стратегии на 15 суток в Самарском районном суде. Сначала активист получил записку о явке в качестве свидетеля, а по прибытии на место записку тут же превратили в протокол об аресте. Координатор также сказал, что самарский штаб Навального бесплатно предоставит мне адвоката и что, скорее всего, меня завтра доставят в Самарский районный суд. И так и случилось. Когда я приехал на следующий день к следователю, он уже ждал меня в кабинете с 3 сотрудниками полиции. И буквально через 5 минут после этого следователь начал составлять в отношении меня протокол об административном правонарушении. В протоколе об административном правонарушении я сообщил свою фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также постоянный адрес. Но остальные данные я сообщать отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. В час дня следователь отвез меня в Самарский районный суд. А уже через час у меня и другого активиста из штаба было первое судебное заседание с нашим адвокатом. Второе судебное заседание состоялось 31 мая 2018 года, и судья признал нас обоих виновными. Затем мы направили апелляцию в областной суд Российской Федерации, но она оставила решение без изменений. Государственная телерадиокомпания «Губерния» даже опубликовала репортаж о нашем судебном процессе, но они намеренно опустили мой комментарий, который я дал после решения суда, и оставили комментарий только другого самарского активиста штаба. У вас не было проблем во время получения визы США? 14 июля 2019 года я прибыл в посольство США в Москве для получения визы для программы Work and Travel. Опять же, у меня никогда не было желания переехать и остаться жить в Соединенных Штатах во что бы то ни стало. Но я осознавал, что мое посещение этой страны позволит мне получить необходимый опыт для работы как над своими проектами, так и для внесения вклада в общественную жизнь России. Изначально я просто хотел завершить посещение США до октября и вернуться обратно в Россию или отправиться на время в Китай для изучения азиатской культуры. После того, как меня отпустили из посольства, я был на станции метро под названием «Университет». Когда я подошел к эскалатору,
работник метро остановил меня и попросил проверить мой рюкзак через сканер. Через 5 минут к нему подошел мужчина без униформы. Сказал ему что-то вроде «еще один» и на пару секунд показал мне удостоверение. Когда он попросил мой паспорт, я спросил его об основаниях моей остановки и проверки документов, и мужчина сказал, что если я не предоставлю паспорт, мне нужно будет пройти с ним для насильного установления личности. И я понял, что это наверняка не просто блеф, поэтому я был вынужден дать ему свой паспорт. Этот мужчина посмотрел на страницу с фотографией, страницу с регистрацией и начал задавать мне вопросы типа «С какой целью я приехал в Москву? Пользуюсь ли я мессенджером Telegram? И знаю ли я что-нибудь о предстоящих московских протестах, первый из которых состоялся уже 20 июля 2019 года? Или нет?» Я сказал ему, что приехал в Москву на собеседование в посольство США для образовательной визы, что не пользуюсь мессенджером Telegram и что ничего не знаю о предстоящих московских протестах и не собираюсь в них участвовать. Затем этот мужчина попросил у меня пароль для разблокировки моего телефона, но я сказал, что забыл пароль. Диалог с этим человеком у меня занял примерно 15 минут. В конце он переписал мои идентификаторы в паспорте, вернул мне документ и сказал, что я могу быть свободен. Вы сталкивались с последствиями из-за московских протестов 2019 года? Нет, не я лично. Я тогда уже находился в США. Но мои знакомые очень даже сталкивались. Когда произошли московские протесты, правительство России решило ответить давлением на штабы Навального по всей России, включая Самару, и давлением на Фонд борьбы с коррупцией, ФБК. 10 сентября 2019 года были проведены обыски в квартирах координатора Самарского штаба и его жены, а также в квартире одного из сотрудников. Уже позже они были допрошены сотрудниками Следственного комитета. Обыск был проведен и в Самарском штабе Навального, и была изъята вся техника, записи и документы, в том числе моя копия протокола об административном правонарушении за участие во всероссийской акции забастовки избирателей. У вас не было больше судебных заседаний? 10 сентября 2019 года мои родители получили письмо от судебного пристава Кировского района города Самары. В письме было указано, что мной не оплачен судебный штраф от 31 мая 2018 года за участие во всероссийской акции «Он нам не царь». В письме было сказано, что штраф может быть увеличен до 1000 рублей, что судебный пристав имеет право входить в занимаемое должником помещение без согласия должника, что на имущество должника может быть наложен арест и что в отношении должника могут быть установлены временные ограничения. А последнее включает ограничения на выезд из Российской Федерации. Кроме того, судебный пристав обязал меня сообщать ей о моих счетах в банке или иных кредитных организациях, а также о счетах моей возможной заработной платы у работодателя. Я оплатил штраф через государственный сервис под названием «Госуслуги» еще 24 июля 2018 года, поэтому я отправил как электронное письмо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, так и бумажное письмо в то же управление.
В бумажном письме я дополнительно попросил уведомить меня об этой проблеме или о невозможности получения ответа на мои письма в течение 2 недель. Но все мои запросы и письма были проигнорированы. Я не получил никакого ответа. Мой штраф просто продолжил существовать. Связывались ли с вами после этого полицейские? 19 сентября 2019 года, когда я находился в центре Нью-Йорка, я получил первое сообщение на русском языке в мессенджере от незнакомца. И в том сообщении он настоятельно требовал четко ответить на ряд его вопросов. На самом деле, сначала эти сообщения в мессенджере показались мне каким-то розыгрышем, но этот незнакомец вел диалог в какой-то особой манере и использовал такие обороты, как экстремистские круги, подрывная деятельность, политический агент, революция в Российской Федерации, механизм влияния западных спецслужб на политические процессы в России, изменение конституционного режима, я руководствуюсь приказами сверху, ну и так далее. Более того, этот незнакомец знал номер моего телефона, которым я делился с очень ограниченным кругом лиц. И он также упомянул о проблемах с неоплаченным штрафом, о котором знали исключительно мои родители, и о котором они никому не говорили. И в середине диалога незнакомец представился как сотрудник российских госорганов, и он сказал мне об обязательном визите в полицию по возвращению из США для ответов на вопросы, и рекомендовал не связываться ни с кем из начальства, что бы это ни значило. После этого я понял, что в России мне угрожает серьезная опасность, и я сам не знаю, когда смогу вернуться обратно домой.